Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в выпуске мы с вами познакомимся с техническими параметрами яхты французской верфи Алюбат Овни 450. Но вначале по традиции познакомимся с краткой историей верфи. Верфь Алюбат была основана в 1974 году Ивом Роше. Верфь была заложена на Атлантическом побережье Франции в городке Ле-Сабль-де-Лон. Верфь Алюбат строит алюминиевые парусные яхты со средиземноморским кокпитом. Прототип первой модели будущей успешной линейки Овни, Овни 25, появился в 1974 году. Затем Овни 31 расширила линейку килевых яхт. Но в 1978 году была создана Овни 28, которая определила направление развития верфи Алюбат по тому пути, который принес ей успех в будущем. Позже, в 1994 году, верфь начала строить килевые яхты, представленные сегодня модельным рядом Сигаль, по проекту знаменитого гоночного яхтенного конструктора Жан-Мари Финот. Ее отличает спортивная направленность корпусов и вооружения, включая водобалласт и легкие линии дизайна знаменитых французских архитекторов, в том числе Марка Ломбарда. С момента запуска верфи над всеми проектами трудились очень известные дизайнеры Марк Ломбард и Филипп Бриан. Сегодня верфь Алюбат предлагает потенциальным клиентам следующие модели, разделенные на несколько линеек. Во-первых, это самая известная линейка яхт с подъемным килем Овни, которая сейчас включает 4 модели. Это Овни 370, 400, 450 и 650. Линейка Сигаль сегодня на сайте верфи представлена одной моделью Сигаль 16 длиной 54 фута. Катамараны также представлены одной моделью Овни Кат 48. Это не исключает возможность заказа предыдущих моделей, так как корпуса собираются на стапелях путем сварки силового набора, обшивки элементов палубы и не нуждаются в матрицах для формовки. Плюсом такого метода производства является то, что переборки не несут конструкционных нагрузок и поэтому могут расставляться по корпусу по желанию заказчика, формируя в каждой лодке абсолютно оригинальное архитектурное решение интерьеров. То же самое касается и прочих важных элементов, вроде палубных люков и бортовых иллюминаторов. Есть и минус – неизбежны технологические отклонения в размерах, поэтому все детали интерьера и мебель создаются для каждой лодки оригинальными, подгоняются по месту. Но это минус только для производителя, так как все это незначительно сказывается на конечной стоимости изделия, потому что каждая лодка строится по одинаковой для всех технологической схеме. На сегодняшний день отличительное свойство парусников Алюбат – оригинальность. А их философия – каждая лодка создается вместе с клиентом. На верфи трудится примерно 30 человек, а в год предприятие выпускает 15 лодок. Всего за время существования верфь построила более 1300 корпусов. Однозначно можно сказать, что яхты Алюбат являются нишевым продуктом для клиента, который знает, чего хочет. За 4 десятка лет Алюбат доказала оправданность использования алюминиевого корпуса в дальних плаваниях, особенно в суровых морях и крайних широтах. Очевидное преимущество дает также и подъемный киль. С другой стороны, не стоит ожидать, что эти лодки будут демонстрировать выдающуюся скорость, а поведение яхты с подъемным килем на острых курсах может удивить того, кто впервые встал за штурвал Алюбат. Но специалисты верфи не пытаются продать кота в мешке. Напротив, тесное взаимодействие с будущим клиентом помогает заказчику построить и получить именно ту яхту, которую он хотел. Напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп – морской инженер и конструктор. На основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты,
которые мы и будем использовать в качестве эталона. В эталон также вошли показатели, предложенные Яхтенным гоночным союзом США и Обществом морских инженеров СНЭЙМ. Итак, Овни 450. Дизайн Марк Ломбард. Материал корпуса алюминий. Данная модель выпускается с 2008 года. На данный момент выпущено 46 яхт этой модели. Тип парусного вооружения – Fractional шлюп. Тип киля – шверт. 2 пера руля. При убранном шверте лодка может встать на грунт на 3 точки опоры. Это пятка швертового колодца и 2 пера руля. Винт находится за швертовым устройством выше пятки швертового колодца. Яхта имеет сертификат CE Class Ocean. У яхты авткокпит довольно большого размера. 2 рулевых поста, на каждом борту соответственно. Купальная платформа является продолжением корпуса. Недлинный бушприт выполнен как единая конструкция с роульсом. Привод винта Sail Drive. Имеется носовая подрулька. Лодка оборудована жестким спрей-ходом и кормовой аркой. Верфь предлагает 6 вариантов внутренней компоновки. Двигатель дизель Volvo D250 мощностью 75 лошадиных сил. Емкости. Объем бака для воды 540 литров. Объем топливного бака 500 литров. Цена на яхту в районе 400-500 тысяч евро в зависимости от года выпуска и состояния. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 45,87 фута. Длина корпуса по КВЛ 41,54 фута. Ширина корпуса максимальная 14,7 фута. Осадка 9,51 фута. Водоизмещение 25 463 фунта. Площадь парусности 1027,95 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Показатель не зависит от длины корпуса. Для Овни 450 значение фактора энерговооруженности равно 19,8. Значение существенно больше эталонного. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 158,58 значительно меньше эталонного значения. Лодка относительно легкая. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Овни 450 значение равно 27,16. Это меньше, чем у эталона. И это плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,85. Значение больше эталонного. Плюс к условному драйву. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 0,323 меньше эталонных значений. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для Овни 450 значение равно 3,26. Это означает, что корпус относительно более широкий, чем у эталона.
Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 8,64 узла. Это намного больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Овни 450 значение равно 1,118 тысячных. Это намного больше эталонных значений. И это плюс к условному драйву. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 360 435,44 фунтов на фут в квадрате. Значение соответствует эталону. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Период качки зависит от момента инерции и обратно пропорционален остойчивости. То есть, чем остойчивее судно, тем меньше у него период качки. В нашем случае период равен 3,2 секунды. Значение меньше эталонного. Добавим плюс к условному драйву. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 0,75 означает, что лодка остойчивая. Плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Овни 450 значение ускорения бортовой качки равно 0,12 G. Значение не характерно для круизных яхт. И это плюс к условному драйву. Итак, подведем итог по Овни 450. Овни 450 набирает 7,94 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Шкала Comfort Drive практически вся желтая, за исключением двух показателей. Это стройность корпуса и момент инерции. Итак, мы видим, что фактор энерговооруженности и фактор скорости существенно больше эталона. Яхта довольно быстрая и динамичная. Фактор водоизмещения говорит о том, что лодка весьма относительно легкая. Фактор комфортности меньше эталонных значений. Значение риска опрокидывания великовато для круизера, но лучше, чем у масс-маркета. У масс-маркета значения обычно равны 1,9 и более. Период бортовой качки меньше эталонного. Значение ускорения бортовой качки характерно для масс-маркета. По своим техническим показателям Овни 450 довольно быстрая, легкая лодка. Только значение риска опрокидывания и фактора комфортности как-то приближают эту лодку к круизеру. Это однозначно не масс-маркет, но если это и круизер, то только для тех, кто любит драйв. В рейтинге «Идеальный круизер» Овни 450 занимает 29 место, значительно уступив Garcia Exploration 45 и расположившись на третьей странице рейтинга. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Разумеется, не стоит забывать и о том, что данный рейтинг строится только на параметрах, влияющих на поведение лодки в море, и не затрагивает другие аспекты, влияющие на решение приобрести ту или иную лодку. Таким образом, первые две страницы рейтинга остались без изменения. Итак, на первой странице рейтинга
Halber Crassi 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Pacific Seacraft 37, Baba 40, Nayad 440 Mark I, Hans Christian 38 Mark II, Island Packet 40, Halber Crassi 352, Tachao CT 41 и Colvik Victor 40. На второй странице Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch, Nautica 40, Trintella 57A, XC 45, Nautica 331, Fisher 37, Halber Crassi Rasmus 35 и Amel Super Maramu 2000. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром. Бургундская ваниль». Благодарю зрителей канала Сергея Чупина, Германа Акопова, Николая Бекетова, Павла Ил и Ранди Скайман за предложение рассказать о технических параметрах OVNI 450 и предложение сделать сравнение технических параметров Alubat OVNI 450 и Garcia Exploration 45. Выпуск со сравнением выйдет сразу же за этим выпуском. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале Идеальный круизер.